Привет всем любителям шоколада! Сегодня у меня классный рецепт шоколадного, нежного, влажного брауни. Его богатый, насыщенный шоколадный вкус не оставит никого равнодушным. Для его приготовления нам понадобится шоколад. Я использую вот такой в дропсах, 54%. Но можно взять и плитку обычную. Сливочное масло понадобится, также мука, алкализованный какао. Он дает классный насыщенный оттенок тесту. Также коричневый сахар тростниковый. Можно заменить на обычный белый, если нет такого. Соль, столовая ложка коньяка, у меня бурбон, 2 яйца и гвоздика для аромата. Отрываю гвоздики верхнюю часть, твердую убираю и буду сейчас растирать в ступке. Немножко добавляю сахара, чтобы сахар впитал все ароматы гвоздики. Вот так. Это очень быстро делается, за 10 секунд. Теперь объединяю все сухие ингредиенты, просеянную муку, сахар, алкализованный какао. Я его сейчас просею через сито, потому что часто такие крупные фракции в какао образуются. Если не получается все до конца просеять, то просто использую силиконовую лопатку, либо же ложку, чтобы все это быстренько у нас прошло через отверстие. Обязательно добавляю щепотку соли и также гвоздику. Теперь необходимо все эти сухие ингредиенты объединить с помощью венчика. Теперь необходимо объединить шоколад вместе со сливочным маслом и поставить это все на водяную баню для того, чтобы шоколад растопился, либо же используйте для этого микроволновку короткими импульсами. Шоколад будет постепенно таять, но при этом важно, чтобы не была очень большая температура на плите, и периодически можно поднимать миску, вот так поднимать или отставлять в сторону, помешивать. Я периодически так и делала, не держала постоянно на водяной бане. Шоколад уже почти растопился, но вот сливочное масло еще недостаточно температуры для того, чтобы оно растаяло. Опять же таки приподнимаю миску. И вот какого состояния должна быть масса шоколадная. Где-то около 50 градусов. Отставляю сейчас мисочку с шоколадом в сторону. И нужно сейчас взбить яйца и коньяк. Я использую бренди, тут столовая ложка. На этом этапе нужно объединить яйца с коньяком. Я использую вот такую насадку весло, но эту массу можно и пробить блендером. Главное, чтобы не образовывалась пена, лишние пузырьки воздуха в тесте не нужны. Когда яйца стали однородными, постепенно по 1 столовой ложке добавляю сухую смесь. И также взбиваю до объединения. Масса становится постепенно однородной, и на этом этапе я добавляю растопленный шоколад. Использую силиконовую лопатку, чтобы очистить миску от шоколада и чтобы все оказалось у нас в общей массе. С добавлением шоколада тесто начнет сразу густеть, это нормально, и это особенность темного шоколада, поэтому нужно работать быстро. Подготовила форму с пергаментом и вот так перекладываю в нее смесь. Можете видеть, как она уже загустела, так уже основательно. Вычищаем все по возможности с миски, не оставляем драгоценное тесто.
Я использую вот так ложечку, счищаю силиконовые лопатки. И сейчас буду распределять все тесто по форме. Обязательно уже нужно предварительно разогреть духовку до 180 градусов. Если есть режим конвекция, то выпекать на нем в течение где-то примерно 15 минут. Но у меня газовая духовка, и я готовила в газовой духовке тоже при 180 градусов, где-то 170-180, вот так у меня колебания были. Выпекала где-то около 25 минут, до получаса. У готового брауни сверху и по краям появится такая характерная корочка, а внутри он будет жидким сразу после приготовления. Я его оставила остывать при комнатной температуре, но брауни можно подавать и горячим. Идеально это с шариком ванильного мороженого. Традиционно брауни нарезают на вот такие порционные квадратики, либо прямоугольники. В идеале лучше оставить брауни при комнатной температуре, не ставить в холодильник, потому что после холодильника шоколад твердеет и меняется структура. Этот десерт получается очень сытным. Для одного человека достаточно 2 таких кусочков брауни. Он очень насыщенный, сытный из-за того, что в составе есть большое количество шоколада. Невероятно вкусно. Обязательно приготовьте этот брауни, порадуйте себя и своих близких. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем готовить вместе, но только по любви.